Всем привет! Мощная, красивая, стандартная, классическая задача. Дан равнобедренный треугольник с боковой стороной 1 и углом при основании 72 градуса, и требуется найти основание этого треугольника. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу, а я покажу два способа решения. Точнее, мы с Дашей покажем, она ученица 8 класса, эта задача оказалась ей под силу. Ну, первый способ алгебраический, конечно. Вот первым действием все найдут, наверное, угол в 72 градуса при основании, второй, а затем угол при вершине, который будет 36 градусов. Ну а дальше стандартная теорема косинусов. У нас известны две стороны, угол между ними. Вся проблема в том, как найти косинус 36 градусов. Это не табличная величина, никто не знает наизусть, наверное, чему равен косинус 36 градусов, кроме отдельных смельчаков. Ну вот я загуглил, и искусственный интеллект нашел косинус 36 градусов геометрическим путем, с дополнительным построением. Это оказалось для меня открытием. Но я покажу алгебраический способ решения, как найти косинус 36 и как потом найти это х. Потерпите, это будет довольно быстро. Я написал уже решение, я просто его прокомментирую. Смотрите, дело в том, что мы начинаем с такого стартового равенства. Косинус 36 градусов равен синусу 54. Ну, углы 36 и 54 дополняют друг друга до 90 градусов, и здесь работает теорема, точнее, формула приведения. Синус 90 градусов минус альфа равен косинусу альфа. Вот отсюда и следует это равенство. Но 36 – это 18 умноженное на 2, значит, здесь косинус двойного аргумента, а 54 – это 18 умноженное на 3. Наверное, здесь синус тройного аргумента. Такие формулы, конечно, на профильном уровне перед ЕГЭ обязательно нужно повторить и нужно знать. Вот косинус двойного аргумента, формулка, вот синус тройного аргумента. Ну, подставив туда в исходное равенство, мы получим тригонометрическое уравнение относительно синуса. А сделав замену, синус 18 градусов равен y, мы получим вот такое кубическое уравнение. Но здесь нам везет. Y равно единица, корень. Да, можно подставить и убедиться, что это корень. Хотя синус 18 градусов явно не равен единице, и поэтому это посторонний корень. Но затем, разложив на множители любым известным способом, мы получим вот такое уравнение. И решив квадратное уравнение, мы получаем, что y – это минус единица плюс корень из 5 на 4, нужный нам положительный y, и это же есть синус 18 градусов. Дальше просто по формуле косинуса двойного аргумента мы находим косинус 36 градусов, что и требовалось в начале. Дальше применяем теорему косинусов при помощи преобразований. Здесь придется полный квадрат выделить из-под корня, мы получим окончательный ответ. Вот ответ на вопрос задачи. А c равно x равен корень из 5 минус единица, деленное на 2. Если вы школьник старших классов, который готовится к ЕГЭ на профильном уровне, либо учитель, обязательно проделайте вот эти все преобразования, попробуйте сделать самостоятельно. Это окажет очень большую пользу, я уверен. А мы приступаем к методу 2. Итак, метод 2 показывает у нас Даша, и что же она придумала. Сейчас я возьму тонкий, коричневый и скажу. Ну что, это 8 класс, 8 класс, Даша. И Даша говорит, проведем биссектрису и из вершины А в этом треугольнике. Что получится? Получится очень интересно. Вот этот уголок будет 36 градусов, раз это биссектриса. И вот этот угол будет 36 градусов. Ну, а угол при вершине мы уже находили. Это тоже 36 градусов. Но этот угол можно найти 72 градуса. Мы видим три равнобедренных треугольника, данные те, которые получились. Дадим буковку D вот здесь и скажем, в треугольнике ADC, АС равно АД, то есть вот этот отрезок равен этому и равен Х, но в треугольнике АБД у нас АД равно БД и тоже равно Х. Тогда отрезок
DC будет равен BC, а это единица, ну, минус BD, а это x. Получается единица минус x. Ну, все. И теперь мы видим два подобных треугольника. Какие треугольники? Треугольник ADC и наш данный треугольник BAC. Давайте запишем это, что треугольник ADC подобен треугольнику BAC, ну, по двум углам, скажем так. Подобные равнобедренные треугольники. Отсюда АС, боковая сторона малого треугольника, относится к АБ, боковой стороне большого. Значит, АС относится к АБ как основание малого треугольника, то есть СД, относится к основанию большого, к АС. Заменяем. Значит, АС это х, АБ это единичка, СД это единица минус х, а АС снова единичка. АС х. Х в квадрате получается по правилу пропорции единица минус х. Получаем вот такое стандартное, простенькое квадратное уравнение. Решая по общей формуле корней, мы получим минус единица плюс-минус корень из 5, деленное на 2. Учитывая, что х больше нуля, у нас х получается равным минус единица плюс корень из 5 на 2 или корень из 5 минус единица на 2, то, что мы получили в предыдущем способе. Итак, ответ на вопрос задачи. Х равен корень из 5 минус единица, деленное на 2. Вот именно такой способ для нахождения косинуса 36 градусов и предложил искусственный интеллект. Ну, мы с Дашей не хуже. Передаем привет и ждем ваших комментариев и лайков. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.